Всем здравствуйте! Сегодня я хочу вам показать вот такую цветущую красоту, которая у меня есть на данный момент в продаже именно к 8 марта. Может быть, часть орхидей какая-то и останется, уже позже их реализуем, так скажем. Здесь в наличии присутствуют и высокие стандартные орхидеи, также есть мидички, а есть и минички. Но давайте начнем вот с такой вот красоты. Это мини-орхидеечка. Посмотрите, вот такая малюсенькая, славненькая. По названиям я вам сейчас особо сказать их не могу, потому что некоторые сорта даже для меня они новые, и я их еще не выучила. В общем, есть вот такая. И сразу хочу сказать, на данный момент почтой пока отправлять не буду. У нас еще достаточно прохладно, орхидейки могут замерзнуть. Есть вот такая красивая тоже миничка на небольшом кусте. Но сильно тоже там кусты я показывать не буду. Я вам хочу запечатлеть именно сам цветочек. Яркая, красивая. Приобретайте. Кто любит миничек, обращайтесь. Так, это всего лишь... А, нет, вот еще есть мини-орхидея. Вот этого именно биглипчика, Sweet Kiss у него сорт, просили. Очень просили. И в этот раз почему-то не хотят покупать. Я не знаю. У него сорт, посмотрите, какой он сам по себе прекрасный. И цветет кустами. Все орхидеи, сколько есть именно этого сорта, они растут вот так вот, то есть цветут вот так вот пышно. Вот такой шикарный биглипчик. И, скорее всего, это мультифлора. Даже в домашнем цветении он должен быть тоже таким же славным и пушистым. Поэтому, кто любит именно минички, а в особенности мультифлоры, а в особенности биглипов, обращайтесь. Далее, давайте перейдем именно к миди-орхидеям. У меня вот там на заднем плане спряталась вот такая вот орхидеечка красивая. Посмотрите. Это тоже биглип и это миди. Я себе такую буду тоже оставлять. И миничку биглипа, потому что это моя слабость. Я очень сильно люблю именно биглипов. Такой вот славный, красивый сорт. Также присутствует и вот такая вот миди. Но почему-то в камеру она какая-то светлая, а на самом деле она намного темнее. Очень красивая, очень темная. Сорт у нее пурпур. В прошлый раз заказывала, бутончики не отсушила. То есть это стойкий сорт и цветет тоже именно мультифлора. Будет цвести всегда пышно. Также есть и вот такая миди желтого цвета. У нее именно полосочки присутствуют вот такие вот. Красивый, хороший, прекрасный куст. Приобретайте. И стоит вот такая вот мидичка. У нее достаточно таки крупный цветочек. Очень красивая орхидея. Тоже желтая, но здесь уже именно идут вкрапления. Небольшой, хорошенький, компактный кустик. Данная орхидея, она у меня новиночка. Смотрите, какая прекрасная. Ой, вообще шикарные орхидеи. Орхидеи, они действительно сводят с ума. Вот такая замечательная, вот такая вот красивая орхидейка. В наличии тоже вот такая красивая желтая. Очень, она, знаете, по подобию попугая. Очень люблю именно такой окрас. Любую орхидею вот я бы взяла себе. У меня есть уже такой сорт. Он мне достался в наследство. Я ее сейчас выращиваю. Даже если бы это была чисто белая и тоже на концах вот такие разводы. Прям вообще обожаю. Очень люблю, когда у орхидей именно вот такой вот красивый окрас. Чтобы по бокам были каемочки. И далее орхидеи идут именно стандарты. Давайте посмотрим вот такую вот красотку. Но ее уже практически всю разобрали. В этот раз она пришла, знаете, по подобию бабочки.
Возможно, что когда-то она и будет процветать как бабочка. Но это сорт Сицилия. Мне даже в этот раз заказали эту орхидейку очень сильно, просили, очень сильно хотели из Москвы. Ладно, пусть у меня стоит, и уже по теплу чуть позже я отправлю. Но, конечно, не люблю именно делать так, чтобы их оставлять у себя, потому что, с одной стороны, так скажем, это риск для меня. Неизвестно, как орхидейка себя поведет за тот момент, когда она отправится к новой хозяйке. Но буду надеяться, что выстоят хорошо и потом уже уедут. Но опять же, есть вариант того, что они могут отцвести. Не только пока стоят у меня, но и на момент транспортировки. На момент транспортировки это, конечно, здесь большая вероятность. Обычная беленькая, стандартная вот такая орхидейка, только с красной губой. Есть различные белые орхидеи, но у них разница именно в том, что губы у кого-то желтые, у кого-то красная. И белоснежные орхидеи, они всегда неприхотливые. Если хотите стойкий прекрасный сорт, обязательно приобретайте именно белую. Вот такая попалась в этот раз очень интересная орхидеечка. Почему-то никто, абсолютно никто на нее не позарился и не хотят покупать. Ну ладно, думаю, что все равно найдет свою хозяйку. А на заднем-то плане, ребят, какая орхидейка высвечивается. На данный момент именно вот эта орхидея с самым огромным цветком. Тоже некоторые спрашивают про крупные цветы. Вот привезла, вот стоит, вот пока не берут. Посмотрите, прям цветок лопоух, очень огромная, где-то, наверное, сантиметров 13, возможно, даже 14, но однозначно больше, чем 12 сантиметров. Именно вот такие вот орхидеи с крупным цветком ко мне пришло 3 разных сорта. Это вот такая вот орхидея. Вот у нее как раз, наверное, сантиметров 12. У той, да, скорее всего, 14. Казалось бы, обычная, розовая. Некоторые приходят, ой, у меня такая есть. Но знаете, такая да не такая. У вас, может быть, есть обычная стандартная розовая, но не с крупным цветком. А это именно чем хороша, что у нее вот такой вот огромный цветок. А вот, кстати, посмотрите, казалось бы, стоят две одинаковые орхидеи, две розовые. У этой орхидеи более темный окрас, и цветок у нее также крупный. И как сказать, да, о том, что это две одинаковые орхидеи? Это абсолютно две разные. И в этот раз еще решила заказать именно вот такую орхидейку сорта Зефир. Он мне тоже нравится именно тем, что у него лепестки по подобию попугая орхидея, что у него именно есть вот такой вот, присутствует красивый окрас. Стандартная орхидейка, примерно цветочек у нее 9 сантиметров. И далее идут желтые. Вот посмотрите, вот там одна спряталась, вот желтая и вот. И если глянуть вот на эти две орхидеи, казалось бы, ну, обе одинаковые, обе похожи, да, они абсолютно разные, ребят. Вот эта, она более яркая, она даже, знаете, ближе к салатовому. И этот цвет, он у нее не выгорает. Есть такие сорта, ну, даже любые, там, не знаю, можно взять, и они по прошествию времени начнут выгорать. У этой же орхидейки абсолютно нет. Очень яркая, очень красивая и интересная. Цветочек вот такой и губа розовая. А это орхидея сорта Феррара. Мы ее все знаем. Очень интересная. И чем она хороша, у нее, посмотрите, именно каемочка лепестка вот такая вот волнистая. Тоже не выгорает по прошествию времени. Орхидейки на данный момент с бутонами. Все у них хорошо. И давайте на заднем плане покажу вам вот такую еще одну яркую и красивую орхидеечку. Это принц. Она вот с таким длинным цветоносом на бутонах. И кто любит желтые орхидеечки, приобретайте. Также представляю вашему вниманию орхидею сорта Фантом. А вот такая вот
венозный окрас. И знаете, чем хороша эта орхидея на момент вообще цветения, когда они в последующем раскрывают свои бутоны, цветочки, они меняют окрас. Вот здесь вот такая расцветка, более темная, и она более сиреневая. А здесь приближена именно, ну, наверное, к красному цвету. Да, даже вот они, две рядышком, и уже абсолютно разного окраса. Интересная тоже орхидейка, интересная, красивая. Приобретайте, ребят. И заказала вот такую орхидею. Она почему-то на картинке как красная, но она сиреневая. Интересная, красивая, крупноцветковая, но камера не передает настоящий ее окрас. Думаю, что видно, думаю, что понятно. И вот такой вот небольшой обзорчик я для вас записала. Жду вас обязательно за такими красивыми орхидеями. Их невозможно не любить. Вообще, они шикарные, они прекрасные, они идеальные.